Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, вы много задаете вопрос, можно ли ходить на кладбище в день рождения покойного, как вести себя, и если все же вы пришли, а также как правильно отмечать день рождения покойного, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Давайте вместе с вами будем разбираться, потому что многие люди задают нам в комментарии вот такой вот вопрос, и, конечно же, мы хотим на него ответить, чтобы вы понимали, как и что нужно делать. Дело в том, что день рождения для каждого живого человека – это значимый и важный праздник. И вы знаете, в нашем материальном мире этот день связан с радостью, с предвкушением какого-то чуда, радостью общения с близкими, родными, с друзьями. Но дело в том, что в один день мы с вами, хотим мы этого или нет, как говорится, приходит день, приходит час, и мы покидаем наш материальный мир. И, конечно же, многие люди задаются вопросом, а что делать в день рождения близкого человека, который ушел из жизни? Потому что, знаете, печальность этого события, к счастью, а может быть, к сожалению, значительно меняется. Дело в том, что если мы посмотрим на православную церковь и уделим внимание именно этой сфере, то православная церковь не придает особого значения дню рождения усопшего человека и считает, что после вознесения души на небеса такие даты утрачивают смысл. В то же время желание еще раз вспомнить об умершем и уделить внимание мыслям о нем именно сейчас, в данный момент, для каждого человека становится вполне логичным и обоснованным, а потому никак не осуждается. И, конечно же, возникает вопрос, все-таки можно ли отмечать день рождения усопшего или нет, и как это делать правильно. Если мы с вами обращаемся к народным приметам, к традициям, к суевериям, вы знаете, у каждого человека есть свои традиции, обычаи, обряды в семье, и каждый из нас мысленно пытается вернуться к тому времени, когда родной любимый человек был рядом в этом материальном физическом мире. И каждый из нас по-своему вспоминает день рождения. И как же правильно провести этот день? Во-первых, вы можете встретиться с родственниками, с друзьями, которые хорошо знали человека, которого уже нет в материальном мире. Как это сделать? Лучше всего соберите всех, кто именно скорбит по покойному, потому что именно в день рождения это, наверное, разумный и правильный шаг. Порой достаточно быть рядом и поделиться какими-то воспоминаниями, моментами, разделив таким способом горечь утраты с другими людьми. И вы знаете, после вот таких вот встреч переносить горе намного легче. Будет очень здорово, если вы не просто встретитесь со своими родственниками, друзьями день рождения, но также, например, достанете свои фотоальбомы с фотографиями, возможно, у вас какие-то видео, которые остались у вас, и вспомните именно хорошие моменты или, возможно, какие-то интересные ситуации, которые вы вместе проживали. Потому что когда вы все смеетесь, когда вы улыбаетесь, тогда вы делитесь хорошими воспоминаниями, и вы знаете, душе тоже намного легче от этого. Потому, если что-то вы все встречаетесь в этот день рождения покойного, и если вы начинаете все реветь, плакать, то вы знаете, что для души это ничего хорошего не дает, потому что таким образом вы своими слезами, своим болью, наоборот, вместо того, чтобы душу поднять на небеса, на высокие вибрации, вы ее
задерживаете, прислоняетесь, можно так сказать, к земле своими слезами, своим болью и так далее. Также вы в этот день можете провести поминальный обед или ужин. Это будет особенно уместно в первый день рождения после ухода близкого человека из материальной жизни. Конечно же, здесь каких-то строгих правил по перечню блюд и оформлению стола нет, но чаще мы рекомендуем вам все-таки ориентироваться на традиционное поминальное меню и старайтесь все-таки воздержаться от алкоголя. Кроме того, обращаем ваше внимание, когда вы будете проводить поминальный обед или ужин, в разговорах за столом недопустимо негативное обсуждение и осуждение покойного. Запоминаем только хорошие воспоминания. Также, что же касательно церкви, многих интересует этот момент, а стоит или не стоит посещать церковь. Забегаем наперед и хотим сказать о том, что отправляться в церковь в день рождения умершего не обязательно. Если у вас есть такое вот желание, то следовать, конечно, ему стоит. Что это значит? Вы можете прийти в храм, в церковь, вы можете поставить свечу за упокой, заказать молебен или церковную службу, помолиться перед иконами. Кроме того, вы можете прочитать и молитву в этот день милосердия усопшему. Также вы можете все сделать и дома. Главное, чтобы вы делали это в спокойной обстановке и без малейшей спешки. Большая просьба. Когда вы вспоминаете человека, который вам близок, которого уже нет в материальном мире, не старайтесь в этот момент плакать. Да, слезы могут нахлынуть в любой момент, потому что все равно сердцу очень тяжело и попрощаться с человеком, который, например, особенно вы прожили всю свою сознательную жизнь. Да, были какие-то проблемы, были радости, были горе, но все же вы должны понимать, что вы хотите этот день провести, знаете, вот в таком вот умиротворении. И это очень важно сделать. Что же касательно посещения кладбища, давайте мы здесь проясним эту ситуацию. Если мы говорим о православной церкви, то вот именно православная церковь считает нецелесообразным приход на кладбище в дату рождения покойного. Это связано с тем, что в религии смерть считается утратой земного облика и освобождением души, а потому логичнее приходить на могилу в день смерти. Но вы должны понимать о том, что это всего лишь точка зрения, а не постулат. Поэтому в первую очередь вам нужно слушать себя. Кроме того, возможно, вам будут поступать какие-то знаки, подсказки. Вам может даже покойный человек, которого уже нет в материальном мире, вам может, например, присниться или попросить вас о чем-то. Поэтому бывает, что человека, которого нет в материальном мире, он может вам четко сказать, что, например, устрой мне, например, или сделай мне праздничный стол, или, например, пойди и отнеси вещи тому-то и тому-то, или подари тому-то или тому-то, или кому-то подари вот именно, возможно, вот какая-то вещь, которую вы знаете. Бывает, что вам нужно все-таки догадаться. Если у вас желание есть посетить могилу близкого человека в день его рождения, то отправляйтесь на кладбище. Потому что бывает так, что особенно в любое время, когда вы заботитесь о месте захоронения, можете сделать уборочку, обновить, окрасить оградки, посадить какие-то цветочки. Вы знаете, это в какой-то степени позволяет даже отвлечься и успокоиться. Да, это тяжело, потому что многие ассоциируют уход за могилой в этот день с самым ярким проявлением чувств и памяти о покойном. Но обращаем ваше внимание, что нельзя ходить на кладбище по народным обычаям в следующих случаях. На Троицу, потому что в этот праздник поминать покойного можно только в стенах храма. Далее, не стоит ходить на кладбище на сам праздник Благовещения, на Пасху, Рождество Христово. По народным традициям души умерших войти в эти дни праздников считается, что они находятся в церкви вместе со своими родными также. Не стоит приходить на кладбище после обеденное время суток. Знаете, наши даже деды и прадеды говорили о том, что души умерших ждут всегда посетителей в первой половине дня, а во второй половине дня они отдыхают. Поэтому вы должны сами для себя решить, вы хотите в этот день идти на кладбище или нет.
Также ни в коем случае нельзя посещать кладбище в День ангела, так как считается, что вы можете таким образом навредить душе. Как же правильно вести себя на кладбище? В этот день, день рождения покойного, во-первых, женщины обязательно должны покрыть голову платком. Это очень важно. И не потому, что вы женщина и должны это сделать. Дело в том, что женщина имеет на волосах именно антенки, и она может случайно зацепиться за что-то. Это может привести уже к достаточно плохим ситуациям. Поэтому всегда старайтесь на кладбище, чтобы ваша голова была покрыта. Это касается, кстати, и девочек. Даже если вы берете ребенка, которому там 5 лет, 10 лет, также обязательно покрывайте платком. Запомните раз и навсегда, на кладбище недопустимо распивать алкогольные напитки и курить. Дело в том, что это нарушает покой души, и даже не стоит устраивать и трапезу на месте погребения. Продукты лучше всего раздать нищим. А вы знаете, если вы хотите оставить какую-то пищу на могиле, то оставляйте ее, но это не должно быть прямо, знаете, какой-то накрытый, какой-то изобильный стол. Это должно быть что-то условное. Также на могиле нельзя проявлять скорбь плачем, стонаниями. Лучше, если вы возьмете, напишите какие-то молитвы. И желательно, чтобы это была молитва об упокоении души и прощении живущих, которую вы можете прочитать. Если в этот момент, находясь у кладбища, у могилы, вы хотите сказать какие-то слова, или вы придумали в этот момент какую-то свою молитву, которая идет у вас от чистого сердца, говорите эти слова. Ничего в этом нет сложного и плохого тоже. Что же можно делать в этот день? Во-первых, вы можете совершить в храме поминальное богослужение. Также вы можете совершить и общее молитвенное правило и у могилы. Также вы можете раздать и милостыню. Что же касательно милостыни, то, возможно, вы удивитесь, но с вами человек, который ушел из этого материального мира, может время от времени подавать вам определенные знаки. Даже может быть такая ситуация, что в день рождения человека, которого нет с вами, вы можете просто идти по улице, и ни с того ни с сего может подойти пожилая женщина или, как правило, бабушка, это может быть дедушка, подойти именно пожилые. Они могут быть даже надеты в нормальную одежду и попросить у вас, чтобы их покормили. То есть они прямо таки будут говорить: ты знаешь, детка, я вот голодная, или я голодная, угости меня, пожалуйста. Знаете, в этот момент вы должны понимать, что это просит не именно этот человек, а именно это просит душа человека, которого уже нет в материальном мире. Вспомните, что человек любил, объясните, или вместе зайдите, например, в магазин и купите то, что любил человек. Не надо килограммами покупать. Возьмите те же 100-150 грамм там, колбаски, сыра, хлебушка. Возможно, вы где-то находитесь там рядом с пекарней, которые продаются всевозможные вкусные булочки. Возможно, усопший, например, любил чай с лимоном или любил какой-то вот напиток, там какую-то газировку, или тархун любил, да, или Байкал, например. Спросите, пусть этот человек с радостью скушает, и вы увидите прямо, что это вам станет, знаете, прямо на душе намного легче, и вы не пожалеете тех денег, там не так уж много денег, просто не надо это килограммами покупать. Это очень важно. Далее, когда вы вернетесь домой, вы можете угостить родственников, соседей, например, сладостями. Как правило, опять же, в каждом регионе это может быть по-своему. Это может быть, например, тарелочка красивая, там новая тарелочка, в которой будет сложено печенье, какие-то фрукты, например, орехи, сладости. Также это может быть поминальная еда. Опять же, в каждом регионе могут быть какие-то свои моменты. И это поможет вам вспомнить об усопшем и помолиться о его душе. Теперь давайте поговорим о том, что не стоит делать в день рождения усопшего. Ну, конечно же, не стоит устраивать какие-то пышные застолья. Многие знают, но почему-то бывает так, что люди забывают о том, что не стоит пить алкогольные напитки, не стоит плакать, сильно горевать, не стоит устраивать какие-то истерики, скандалы, не стоит вспоминать какие-то неприятные моменты или печальные негативные события из жизни.
Также не стоит злословить и плохо отзываться о покойном. Особенно категорически нельзя вспоминать плохо, если с момента смерти не прошло 40 дней. Потому что вот именно вот такие вот слова могут нанести вред душе, помешав таким образом быстрее пройти определенные этапы. Это очень важно знать. Как правильно помянуть усопшего в день его рождения? Знаете, здесь нет каких-то особых правил, что надо делать, что нельзя делать, что вы можете сделать. Например, помолиться за иконам, зажечь свечи, попросить Господа Бога быть милосердным к умершему. Вы можете сходить в храм в день рождения, поставить свечу за упокой, заказать молебен, вы можете посетить могилу, возложить живые или, как вариант, искусственные цветы, сделать уборочку. Также вы можете отметить день рождения поминальным обедом в кругу близких и родных людей. При этом вы можете организовать даже дома, в кафе. А вот какую службу заказывают день рождения усопшего? Обычно заказывают службу в храме или в монастыре. Это может быть поминовение на литургии или чтение неусыпаемого псалтыря. И вы знаете, вот эти ощущения будут проходить во время службы. Кстати, монахи читают отрывки из псалтыря и упоминают имена усопших. Помните о том, что такие службы производятся непрерывно, и лишь чтецы периодически меняют друг друга. Ну, а чтобы заказать псалтырь, вам нужно обязательно лично посетить будет монастырь. Также вы можете прочитать молитвы дома. Главное это делать как можно, как мы сказали ранее, искренне, без спешки. Также вы можете почитать молитву в день рождения умершего. Мы вам оставим в описании к этому видео молитвы, которые вы можете прочитать. Также обращаем ваше внимание, что вы еще можете сделать на день рождения покойного, это подать записку об упокоении души для литургийного поминовения. Поставить свечу за покой в храме и дома. Вы можете стоять в церкви службу, вы можете подать милостыню, вы можете посетить кладбище, помолиться на могиле усопшего. Также вы можете пригласить и на могилу провести заупокойную службу. Но об этом нужно, конечно, договориться заранее. Также если дата выпадает на субботу, стоит дополнительно заказать заупокойную службу и, конечно же, попросить мысленно прощения, поговорить с покойным. И вы знаете, поминание усопшего в день рождения, это зависит, конечно же, и от близких, как они этого желают. Но такие праздники, как большой, как праздник, не стоит. Что же касательно посещения кладбища, вы должны сами на эту тему, вот на уровне сознания понять, хотите вы этого делать или нет. Потому что все очень часто приходит через сердце. Вы должны это понимать, друзья. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «благодарим» и «принимаем». Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, кто спрашивал, как можно нам помочь, как нас можно поддержать, обращаем ваше внимание, в описании к этому видео есть ссылка, нажимайте на нее и любую сумму можно перевести. Так прямо написано, благодарность можно выразить по ссылке. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.